Всем привет! Это 4-й урок курса «Основы программирования на языке C# по платформе .NET». И на этом уроке мы более подробно посмотрим на Visual Studio, а также на структуру проекта. Сразу ремарка для тех, кто использует не Visual Studio, а может быть Visual Studio Code или Rider. Для вас информация все так же будет актуальна. Да, в интерфейсном плане где-то может что-то отличаться, но в целом оно все равно примерно будет все точно так же. Итак, поехали. После открытия Visual Studio вы видите вот такое стартовое окошко. На самом деле можно его даже пропустить, нажав Continue Without Code, и тогда у вас откроется пустая Visual Studio, откуда вы уже сможете открыть проект, создать проект и так далее. Но на самом деле им чаще всего пользуются. И что же оно нам позволяет? Итак, первое – это сканировать репозиторий с какой-либо системы контроля версий, например, с Git. Но нам это не актуально, так как мы в нашем курсе не используем контроль системы версий. Также она нам предлагает открыть проект или решение, открыть просто папку или создать проект, что мы сейчас и сделаем. Ну а слева у вас будут отображаться проекты, с которыми вы недавно работали. На самом деле это очень удобно. Открываете Visual Studio, находите здесь проект, который вам нужен, кликаете, и он открывается. У меня сейчас здесь пусто, потому что я еще никаких проектов в Visual Studio не создавал. Итак, давайте создадим проект. Кликаем Create a New Project. Здесь нам надо выбрать тип проекта, и мы начнем опять с консольного приложения. Вот он у нас первое. Также вы можете отфильтровать сразу по языку. Язык C# у нас не единственный, как мы уже поняли, да? Есть также наш любимый F#, Visual Basic, но нас они не интересуют, нас интересует только C#, поэтому можете сразу отфильтровать, и эта настройка у вас сохранится в будущем. Итак, выбираем наш Console App, нажимаем Next. Здесь нам предлагается задать имя проекта и имя решения. По умолчанию они одинаковые, но я назову их по-разному. Имя решения я сделаю Lesson 4, то есть урок 4. А имя проекта я оставлю точно такое же, только уберу единичку. Также вы можете задать путь, где у вас создастся это решение. Я его менять не буду, оставлю по умолчанию. Нажимаем Next. И здесь нам предлагается выбрать платформу, то есть версию .NET, под которой мы пишем наше приложение. Она по умолчанию будет выбрана последняя. Ну, в принципе, я так и оставлю. Да? И никакие галочки пока не отмечаем и нажимаем Create. Итак, здесь мы сразу попадаем в рабочую область Visual Studio, и для нас уже сразу открыт файл на редактирование Program.cs, который за нас сгенерировала Visual Studio, такой шаблон консольного приложения. И вот как раз эта область, она называется Code Editor, то есть редактор кода, где, собственно, мы можем писать, редактировать код. И мы сразу здесь видим уже знакомые нам две строки. На втором уроке мы создавали консольное приложение из командной строки, если вы помните, с помощью команды .NET New Console. И там мы видели то же самое, да, только в блокноте. Здесь же мы уже имеем полноценную подсветку синтаксиса, и, конечно, смотреть на это намного приятнее. Давайте запустим наше приложение, кликаем вот сюда, оно билдится, и сразу же запускается, и мы видим наш Hello World. Давайте изменим наш вывод, напишем, например, Hello from first app, то есть привет из первого приложения. Нажимаем еще раз, и видим, что наши изменения зацепились, то есть все у нас работает. Закрываем. Я не буду подробнее останавливаться на код-эдиторе, мы с ним еще будем очень много работать в следующих уроках. Если будет что-то возникать, я буду по ходу объяснять. Теперь давайте посмотрим на правую область. Здесь у нас написано Solution Explorer или обозреватель решения. Сразу ремарка для тех, кто использует другие среды разработки. В Rider у вас будет все точно так же, а Visual Studio Code по умолчанию открывает проект так называемым Folder View. Он не очень удобен, лучше перейти в Solution Explorer. Это возможно, если вы свернете вот этот Folder View, у вас внизу будет Solution Explorer. Раскрываете его и увидите точно такую же структуру. Итак, что же такое Solution Explorer? Что он нам предлагает? На самом деле он отображает структуру нашего решения. Да, студия создала для нас не просто проект, а целое решение. А решение может содержать несколько проектов. То есть Solution Explorer будет отображать все наши проекты нашего решения и все файлы этого проекта. Вот оно наше решение Lesson 4, вот он наш проект Console App. И, как мы видим, в нем только один файл Program.cs, который у нас уже открыт на редактирование. Пока не обращайте внимания на вот этот узел Dependencies, мы его еще разберем чуть позже. И чтобы открыть файл на редактирование, вот я его сейчас закрою, просто 2 раза кликайте на него, и здесь мы можем редактировать код. Естественно, файлов может быть много, и давайте добавим. Я вам покажу, как добавить файл в проект. Кликаем правой кнопкой мыши на проекте, здесь есть Add, и мы можем нажать New Item, а можем сразу нажать Class. Class – это тип .NET, помните, я вам рассказывал об этом на первом уроке, да, это один из типов .NET, он самый часто используемый, и поэтому для него даже сделали отдельный пункт меню и шорткат. Итак, кликаем сюда, здесь нам нужно задать имя, мы пишем first class, например,
И вот создался наш класс, вот он наш новый файлик. Я вам не буду сейчас рассказывать, что тут именно написано, да, мы подробнее разберем структуру программы на C# на следующем уроке. Сейчас я вам просто хотел показать, как добавить новый файл в проект. И вот можно между ними переключаться, тут некие вкладки такие есть. И также можно, конечно, из одного файла обращаться к другому. С файлами, в принципе, все. Теперь давайте посмотрим, что же создала Visual Studio нам в операционной системе, то есть в файловой системе. Это тоже можно просто сделать отсюда. Кликаем правой кнопкой мыши на проекте и ищем пункт меню Open Folder in a File Explorer, да, то есть открыть папку в проводнике. И вот мы попадаем в проводник, и тут мы видим, в принципе, все то же самое опять, что мы видели на втором уроке, когда создавали наше консольное приложение из командной строки с помощью команды .NET New Console. Мы видим наш файл проекта, мы еще чуть подробнее о нем сегодня поговорим. Мы видим наши файлики с кодом, с расширением CS, то есть C#. И мы видим наши папки bin и ops. Кстати, их можно увидеть и в Visual Studio, если активировать режим Show All Files. Вот мы на него нажимаем и видим эти папочки. Но на самом деле они в Visual Studio чаще всего не нужны, поэтому их там не отображают. Ну, давайте провалимся в нашу папку bin, debug. И здесь мы опять видим все то же самое. Вот она наша скомпилированная сборка console app DLL. Мы ее даже декомпилировали .pic'ом, помните? А это наш так называемый хост файл, exe файл, который мы можем запустить. Давайте это сделаем. И у нас опять все моргнуло, и ничего мы не увидели. И то же самое происходило и на втором уроке, да? Помните причину? Да, потому что программа, она завершилась, и консоль по умолчанию по завершении программы закрывается. Кстати, в отличие от Visual Studio, если мы запустим программу здесь, то консоль не закрывается. Почему? Ну, на самом деле, это просто фишка Visual Studio для удобства разработки, да? Но если мы хотим, чтобы консоль не закрывалась при открытии приложений с проводника, нам все так же придется дописать наш console readline. Давайте это даже сделаем. Вот я его дописал. И теперь мы не хотим запускать Visual Studio проект, мы хотим просто его сбилдить, а потом запустить из проводника. Да? И для этого есть пункт меню Build. И здесь Build Solution. Или можно нажать просто F6. Нажимаем Build Solution. Переходим обратно в проводник. Нажимаем. И теперь мы видим Hello from First App. Консоль не закрывается. Все у нас работает. Теперь давайте подробнее посмотрим на проекты. Да, как я уже сказал, студия для нас создала не один проект, а целое решение. И решение может содержать несколько проектов. Во-первых, что же такое проект? Да? Проект – это просто набор файлов, которые в итоге скомпилируются в единую сборку. То есть один проект, один сборка. Мы только что видели нашу сборку console app DLL. Если мы создадим еще проект, у него будет своя сборка на выходе. Да? Давайте это сделаем. Итак, чтобы создать проект, мы правой кнопкой мыши щелкаем на решении. Здесь есть Add и New Project. И давайте создадим проект Windows Desktop приложения. Да? Сразу ремарка для тех, кто сидит с Linux или Mac. У вас это работать не будет, потому что Windows Desktop это Windows, да, то есть специфичное для Windows приложение. Поэтому вы просто можете пропустить этот шаг. Ну, а кого Windows, мы можем это сделать. Вот она, Windows Forms App. Нажимаем сюда 2 раза. Я опять уберу только единичку. Дальше Next и Create. И вот создалось наше Windows Forms приложение. Да, у нас опять есть файлик Program.cs. Он выглядит чуть по-другому, но тем не менее это тот же самый файлик. И у нас есть еще другой файлик, он называется Form1.cs. Это на самом деле наша пустая форма, которую создает для нас Visual Studio. Мы можем на нее накидать контролов, текстбоксов, кнопок, привязать к ним поведение и оживить нашу форму. Ну, конечно, мы сейчас это делать не будем, потому что это не тема этого урока. Я вам просто хочу показать, как запустить, да, его. И сейчас тут есть нюанс. У нас теперь 2 запускаемых приложения. Консольное приложение, да, и WinForms приложение. И вот вы даже видите, что вот консольное приложение, одно отмечено жирным. То есть оно запускается по умолчанию. Но мы можем это поменять. Есть 2 способа. Первый – это выбрать вот здесь. Вот он появился, второй вариант. А второй – это нажать правой кнопкой мыши на проект и выбрать пункт меню Set a Startup Project. То есть установить как запускаемый проект. Я воспользуюсь этим пунктом меню. И вот тут тоже оно сменилось. Нажимаем вот сюда. И запускается наша формочка, да, она пустая, но вот она двигается, можем ее раскрыть, закрыть, то есть все работает. На самом деле вот этим я буду пользоваться, у нас дальше я создам решение, оно будет называться C# Course, и для каждого урока я буду создавать отдельный проект, а уже внутри этого проекта будет как сам урок, так и домашние задания. И вы сможете переключаться между проектами этого решения, да, что-то пробовать, запускать, тестировать и так далее. Напоминаю, что доступ ко всем урокам можно получить по подписке на Boosty. Ссылку на Boosty я оставлю в описании. Итак, давайте еще проверим, что создалась наша сборка. Открываем в проводнике, заходим в папочку bin, debug,
И вот она, Windows Forms App DLL, вот она наша сборка, а вот он наш хост-файлик .exe, да, мы его запускаем, и вот она наша формочка. Все у нас работает. Итак, с WinForms проектом разобрались. Теперь давайте посмотрим на еще один тип проекта, и он называется Class Library, то есть библиотека классов. Давайте его создадим, он уже будет работать на любой операционной системе. Опять правой кнопкой мыши на Solution, Add, New Project, Class Library, вот он у меня второй, выбираем Next, я опять уберу единичку, Next, Create. И вот нам создался такой класс 1, пустой. В чем же примечательность этого проекта, этого типа проекта? Ну, во-первых, его нельзя запустить, да, то есть вот он у нас здесь не появился, если я даже попробую сделать set as startup project и запустить, то Visual Studio скажет, нет, я не могу запустить такой тип проекта, потому что это просто библиотека классов, у нее даже нет точки входа, да, и вы можете спросить, а что же тогда, зачем нам такой тип проекта, если его даже нельзя запустить? На самом деле, это один из самых распространенных типов проекта, это библиотека классов, да, это для того, чтобы вы могли расшарить свой код и переиспользовать свой код. То есть, вы написали какие-то полезные классы, функции, упаковали их в библиотеку, и потом вы можете эту библиотеку подключать в каких-то своих других проектах и использовать эти функции, да. И вам не надо их по новой писать в каждом проекте. Вы можете пойти даже дальше и выложить свою библиотеку на ресурс NuGet.org. Это менеджер пакетов для .NET. И тогда весь мир сможет скачать вашу библиотеку из любой точки планеты и подключить ее в один клик. И давайте мы сейчас быстренько напишем такую функцию. Я напишу функцию, которая первую букву строки переданной делает большой. Я ей передам свое имя с маленькой буквы, она мне вернет его с большой. Класс я не буду переименовывать в целях экономии времени, но напишу функцию вот таким образом. Public, static, string. Я ее назову toTitle case, string s, return, char to upper s 0 плюс. Да, вот так она будет выглядеть. Мы не будем разбирать подробно, как же здесь работает. Да, у нас будет отдельный урок по строкам. Сейчас я просто вам покажу, как подключить нашу библиотеку классов с этой функцией и использовать эту функцию из нашего консольного приложения. Мы идем в наше консольное приложение, кликаем правой кнопкой мыши на Add, на Dependencies, и потом Add Project Reference, то есть добавить ссылку на проект. И у нас здесь покажутся проекты в том же решении, да, другие. То есть вот у нас Class Library и WinForms. Нас интересует Class Library, мы нажимаем ОК. И теперь мы можем использовать эту функцию. Мы просто идем в наш программ CS, например, и пишем console, writeLine. И помним, назывался у нас класс 1. И вот он наш toTitleCase. Мы нажимаем, и я ей передаю свое имя с маленькой буквы. Сохраняю, запускаю. И мы видим, что мое имя с большой буквы. Вот мы создали свою первую библиотеку классов и использовали ее из нашего другого приложения, да, из нашего другого проекта в том же Solution. И мы можем сделать это и здесь, мы могли ее же использовать и в WinForms Application точно так же. Ну, мы сейчас делать этого не будем, просто показать, как можно переиспользовать код. В принципе, это все с проектами и с библиотеками классов. Давайте теперь более подробно посмотрим на узел Dependencies, что же все-таки в нем. Если мы его откроем, вот у меня уже анализеры сразу открылись, вот так я сверну. У меня здесь 3 узла, да, Analyzers, Frameworks и Projects. Analyzers, на самом деле, это независимости этапа выполнения, это, можно сказать, зависимости этапа компиляции. Студия автоматически подключает анализаторы к нашему коду, она в бэкграунде постоянно анализирует наш код, смотрит на него и может нам предложить что-то улучшить, может быть, упростить. И даже один анализатор у нас уже сработал. Вот смотрите, внизу у меня написано substring can be simplified. Если я 2 раза кликну, то он меня перекидывает вот сюда и говорит, что вот этот кусок кода можно упростить. И действительно его можно упростить, я сейчас не буду показывать как, но мы видим работу анализатора в действии. Но, тем не менее, опять же, от анализаторов на этапе выполнения наша программа никак не зависит. Далее идет узел Frameworks, и он более интересный. Это, по сути, базовая библиотека классов, от которой мы зависим, то есть, которую установилась вместе .NET SDK. Помните, на первом уроке я вам рассказывал про BCL, Base Class Library. Вот это она и есть. И что очень много кода уже поставляется нам вместе с этой BCL, то есть, вместе с .NET SDK. Мы просто можем его использовать. И на самом деле уже даже используем. В нашем классе мы используем класс Console. И он на самом деле не берется из ниоткуда. Он приходит как раз вот из этой базовой библиотеки классов, из сборки System Console. И вот эта System Console, она устанавливается вместе с другими, да, много их тут видим, как раз при установке .NET SDK.
И тут есть и другие, например, System Data, это для работы с базой данных, System I/O для работы с файловой системой, и очень-очень много других. I/O – это input-output, ввод-вывод. И мы можем просто, вот для нас уже постарались, написали столько кода, мы просто берем и используем. И на самом деле эти фреймворки могут быть разные, да, это такой самый базовый. Если мы откроем, например, здесь, то мы видим тот же самый, плюс еще дополнительный, который уже специфичен для Windows Desktop приложений и содержит в себе библиотеки для работы именно с Windows Desktop. Так, далее у нас идет узел Project. Это, собственно, проекты в этом же решении, да, от которых мы зависим. Мы только что добавили зависимость, ссылку на проект Class Library, чтобы использовать нашу функцию toTitleCase, и вот она здесь отображается. Также здесь могут быть зависимости, например, еще от пакетов с NuGet, про которые я вам только что недавно рассказал. То есть мы можем подключить что-то с ресурса nuget.org, и здесь будет тогда packages, и там будет имя этого пакета. Мы сейчас не будем это делать. На самом деле, быстренько вот если показать, вот Manage NuGet Packages, и вот здесь на вкладке Browse мы можем найти интересующий нас пакет. Сейчас вот даже появится по умолчанию самый популярный, и нажать Install, и он установится, и мы сможем использовать из него функции. И вот здесь появится узел Packages, и там имена пакетов, которые мы установили себе. Теперь давайте посмотрим чуть более подробно на файл проекта. Помните, это файл с расширением CSproj от C# Project. И на самом деле он текстовый, но мы можем его открыть прямо из Visual Studio, просто 2 раза кликнув на него. И мы видим, что формат у него XML. XML – это язык разметки, Extensible Markup Language. Я не буду вдаваться в подробности. Кто не знает, тот может загуглить. Вот такими тегами он оперирует, да. И зачем, что в этом файлике вообще хранится? То есть это конфигурация нашего проекта, то, как его правильно собирать. То есть потому что сборка проекта, вот build, это не только компиляция, это также разрешение зависимостей, как минимум, да. И вот здесь описаны свойства некоторые проекта и также его зависимости. Первое, вот SDK, это как раз то, что мы видели во Frameworks, да. Это наша базовая библиотека классов, от которой мы зависим. Мы можем, кстати, это не единственное, да, мы можем, например, здесь дописать веб. Смотрите, что сейчас произойдет. Вот у нас добавилась еще одна библиотека классов, да, которая уже специфична для веб-разработки, содержит в себе библиотеки для веб-разработки. Ну, нам это не нужно, мы обратно удалим, она сейчас исчезнет. Дальше идет элемент property group со свойствами, да, этого проекта. И, например, свойство output type, да, то есть выходной файл, то есть .exe значит, что это консольное приложение, что это запускаемый, да, .exe файл, вот наша консолька. Если мы пойдем в WinForms, то мы увидим здесь WinExe, то есть это тоже запускаемое, но уже desktop Windows приложение. Дальше, например, Target Framework, то есть версия нашей .NET, да, платформа, под которой мы пишем. И, кстати, мы можем спокойно это поменять. Мы можем просто вот взять, сказать 7, теперь мы пишем под версию 7 и сохранить. И все у нас сохранится. Ну, единственное, что у нас тут incompatibility, ну, мы сейчас обратно вернем, да, это не обращайте пока внимания. Но я к тому, что просто показал, что можно поменять прямо здесь. То есть, этот текстовый файлик берете и меняете. И очень много свойств еще разных может быть. Я не буду их все разбирать. Вот эти мы еще разберем на следующих уроках некоторые. И по ходу, если какие-то будут добавляться, мы будем разбирать. Также зависимости. Вот здесь мы видим как минимум Project Reference. То есть зависимость от другого проекта в этом же решении. Мы знаем, что мы зависим от нашей Class Library. Вот путь к файлу проекта этой Class Library. Если бы мы зависели еще от NuGet пакетов, здесь бы был Package Reference и имена этих NuGet пакетов. И вот этот файл считывает .NET, да, утилита .NET, когда мы пишем .NET Build или мы делаем build в Visual Studio, вот утилита, она считывает этот файл, смотрит вот эти свойства, как его правильно билдить, какой у него выходной файл, да, выходной тип, и также зависимости. И она смотрит на них, и ей надо их разрезолвить, да. Например, если мы зависим от какого-то проекта в этом же решении, мы сначала должны собрать тот проект, потому что нам надо скопировать сборку, так как мы от нее зависим, в выходную директорию. То же самое с Package Reference, то есть нам надо выкачать те пакеты, от которых мы зависим, с ресурса nuget.org и положить их тоже в выходную директорию. Я сейчас покажу, что я имею в виду. То есть если мы откроем опять папочку bin, да, с нашего консольного приложения, .NET 7 нам не нужен, .NET 8. Вот мы видим, вот он наш console app DLL, а вот теперь наш Class Library DLL лежит рядом, потому что мы теперь от нее зависим, а она теперь тоже должна быть здесь, в этой же папочке. И сюда будут добавляться все зависимости, от которых мы зависим. Копироваться будут. Вот, в принципе, это все, наверное, вкратце. Еще хотелось бы что сказать, что руками вам его редко править придется, в основном правится автоматически в Visual Studio, хотя можно и руками иногда. То есть, если я удалю, например, вот эту зависимость, то она автоматически и исчезла. Ну, еще его можно править, если я нажму правой кнопкой мыши и свойства,
И то есть у нас отображается интерфейс, вот он наш output type, тут он называется console application, там он назывался exe, вот он наш target framework, давайте обратно сменим, кстати, на 8, сохраним, чтобы у нас не было никаких incompatibility. И, в принципе, по файлу проекта на этом все. И теперь давайте посмотрим еще на файл solution. Точно так же кликаем правой кнопкой мыши на Solution, Open Folder and File Explorer, извините. Вот. И первое, что мы видим, это папка нашего Solution. Каждый проект лежит в отдельной папке, то есть для каждого проекта отдельная папка. И над ними как бы файл solution, то есть файл решения. И у него расширение SLN от solution. Но на самом деле это просто текстовый файлик. Давайте я открою его. Вот у меня есть Notepad++. Открываю вот Notepad++. Видим, что это просто текст. Да, это уже не XML, но формат все равно простенький. Мы его не будем подробно разбирать. Самое главное, что мы здесь видим, вот они наши проекты, имена их и пути к файлам проектов, к файлам CSproj. Ну и в какой версии Visual Studio он был создан, еще конфигурации билда и так далее. Несмотря на то, что здесь написано Visual Studio Version, с ним могут работать и Rider, и Visual Studio Code. И, соответственно, вам уже этот файлик руками никогда не понадобится открывать и править. Да? Все это делает автоматически Visual Studio. Добавили проект, она его сюда добавит, удалили, удалит. А просто, чтобы вы знали, что это всего лишь текстовый файлик и ничего больше. И на самом деле мы можем его открыть двойным кликом. Да? Мы можем закрыть нашу Visual Studio и 2 раза кликнуть просто на файл, и Visual Studio откроет ваше решение. Это еще один вариант открыть решение. В принципе, здесь все. Наверное, последнее, что хотелось бы упомянуть, это вот по этой нижней панели, да, здесь могут быть разные полезные окошки. Первый из них это error list, то есть это ошибки этапа компиляции. И, кстати, мы сейчас видим здесь ошибку, да, почему? А потому что вот у нас класс 1 подчеркивается красным, потому что я для примера удалил вот эту зависимость на наш класс library проект. И теперь компилятор понятия не имеет, откуда взять класс 1. Он не знает, да, что такое класс 1. Мы можем закомментировать вот эти строки, и тогда у нас сейчас опять все сбилдится, ошибки исчезнут. Также здесь могут быть какие-то от анализаторов, ворнинги, месседжи и так далее. Кстати, возможно, у вас даже это окно сейчас не видно. Давайте, если я вот закрою и покажу вообще, где это найти. Идем во View, вот сейчас у меня ничего нет. И Error List, вот он. Ну, еще самый такой популярное окошко – это Output. Здесь лог билда, да, когда мы делаем билд. Вот здесь build started, вот build 3 succeeded, то есть все 3 удалось билдить. Это иногда окошко тоже бывает полезным. Есть еще и другие, мы их рассматривать сейчас не будем, потому что они уже более специфичные. Если где-то нам в уроках будут нужны, я буду говорить о них отдельно. В принципе, я думаю, что это все, что я хотел рассказать на этом уроке. В качестве домашнего задания вы можете просто поэкспериментировать. То, что делал я, создать solution, создать проекты, посылать их друг на друга, ну и так далее. На следующем уроке мы уже разберем структуру программы, простейшую на языке C#. Ну, если вам понравился данный урок, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, у меня на этом все. Всем пока и жду вас на следующем уроке.